Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. В прошлом видео, на которое я оставлю ссылочку в описании, я сделала вот такую заготовку в технике Crazy Quilt, сумасшедший лоскуток. Тут использовался бархат, немножечко атласа красного. И сегодня я буду ее расшивать, вышивать по ней. Для вышивки я буду использовать вот такие вот тонкие вязальные нитки из мерсеризованного хлопка. И у меня еще есть несколько, там много даже мулине, но на самом деле я мулине в этот раз вообще не использовала. Но если хотите, то можно использовать в принципе вообще любые нитки для расшивки. В этой технике, в технике Crazy Quilt. Я использую толстую иголку, называется ручная иголка для синели, с широким ушком, в которое влезет толстая нитка. Вот, и начинаю вышивать. Вот этот шов, которым я сейчас вышиваю, называется козлик, а в иностранных книжках по вышиванию он называется русский крест. Сразу хочу сказать, что у меня видео ускорено в 2 раза, поэтому не думайте, что я такая шустрая. Я обычный человек. И тут же сразу скажу, что кто не успевает, вы можете поставить скорость воспроизведения в настройках в 2 раза медленнее, если кому-то что-то непонятно, с любым из швов, которые я тут буду использовать, и вообще в любых моих видео, потому что я все ускоряю, чтобы не затягивать процесс. Для этого в углу экрана надо нажать шестеренку настройки и там выбрать скорость. И после этого выбрать, увеличить, уменьшить, там можно все что угодно сделать. Вот этот называется тамбурный шов или петля с закрепом, по-другому его название. Тоже часто использую, и нужно иметь такие шовчики в своем арсенале. Вот этот я не знаю, как называется, вроде бы рококо, но тут я могу и ошибаться. Вот такие я делаю лепесточки. Здесь вся проблема вытащить игольное ушко широкое из ткани, потому что очень тяжело проходит. Вот так вот затягиваю и закрепляю лепесточек. И получается очень симпатичный цветочек с такими вот острыми лепесточками. Здесь я опять обычный тамбурный шов использую. Девочки, кто хочет научиться вышивать, вот для самых новичков, ну, я вообще в каждом своем видео по вышиванию и название швов говорю, но, может быть, здесь быстровато или не так понятно, но у меня есть плейлист «Как научиться вышивать», и там прям 2 видео есть, в которых я прям конкретно показываю швы, которые часто использую в своих работах и которые советую иметь в своем арсенале. Вот этот шов называется стебельчатый. Тут зависит от того, в какую сторону вы ведете этот стебель. Видите, я все время, у меня получается нитка, она за иголкой с той стороны, потому что я заворачиваю, делаю такую вогнутую дугу. А вот здесь я делаю уже выгнутую дугу, то есть я ее выгибаю, получается, она у меня вверх смотрит. И нитка у меня уже теперь сверху получается, а не снизу, как в прошлый раз. Я здесь подробнее остановилась на этом шве, потому что мне одна зрительница написала, что никак не понимает, как. И я думаю, что одна написала, а много не написала. Ну вот постаралась, как смогла, объяснить. Здесь опять у меня тамбурные стежочки идут. Вот такой в результате получился кусочек вышитый. Девочки, в Crazy Quilt можно вышивать и каждый кусочек отдельно. И можно для вышивки захватывать сразу несколько кусочков, объединять их вышивкой. То есть здесь все на ваше усмотрение. Поэтому он называется «Сумасшедший лоскуток», что здесь возможно все. Следующий шов мне тоже очень нравится. Он шьется очень легко, вышивается. Называется плюмаж. Такие веточки. Можно их в определенном направлении вот так зигзагом делать, как у меня. А можно просто ветки делать, куда Бог на душу положит. Вот. Дальше я взяла, я от старого домашнего костюма отпорола. Костюм выкидывала. Он уже совсем был старый, но я отпорола от него, там были вот такие вот цветочки и листочки, я их пришиваю. Этот шов, ну, как вертикальный козлик, я не знаю, как он называется, если честно, но я его называю вертикальный козлик. Если кто-то из зрителей знает название этого шва, то, пожалуйста, напишите мне, я тоже буду знать и буду говорить правильно.
После того, как вышивка у меня окончена, я проглаживаю свою заготовку, чтобы она у меня выровнялась, снять напряжение с нитей. Мне предстоит еще ее расшивать бисером, пайетками, ленточками. Я это все буду делать. Но прежде чем делать, я все-таки решила ее немножечко прогладить. Ну и вот так вот бисером и пайеточки у меня в виде цветочков. Я время от времени, когда захожу в рукодельный магазин, я все время поглядываю, если есть какие-нибудь интересные пайетки, то я их обязательно покупаю. Вообще это, конечно, очень творческий процесс, подобрать все, чтобы подошло, ну, по крайней мере, по моему мнению, чтобы подошло. Видите, мне кажется, вот этот цветочек вот с этой пайеткой прямо заиграл. Ну и надо сказать, что все-таки это не прям быстрый процесс, да, вышивание, расшивка бисером. Это занимает достаточно большое количество времени. У меня тут сломались все нитковдеватели, и оказалось, что я как без рук. Слава богу, что потом ехала в магазин и нашла. А иначе бы я просто не смогла продолжить. У меня уже столько зрения не хватает, чтобы вдеть нитку в иголку, когда для бисера такие тоненькие иголочки, такие маленькие ушки. Слава богу, купила нитковдеватель. Вот теперь дошла очередь до ленточек. Обрезаю, у меня 3 мм ширина ленточек, опаливаю концы, чтобы они заплавились и не махрились потом. И вот так вот на иголку их надеваю, эту ленточку, беру бисеринку, закреплять это все, и в ленточку потом иголку вставляю и провожу назад. В результате получается вот такой вот симпатичный цветочек из ленточки. Ну, короче, я тут отвела душу, пока вышивала эту наволочку. Девочки, какая получилась неземная красота. Мне так нравится, что получилось. Просто вообще очень красиво, очень много всего. И так выглядит вообще прекрасно. Я уже сшила наволочку, тоже бархат у меня красный и сзади, и спереди. Мне прямо очень, она такая приятная, мягенькая. Ну, конечно, это декоративная подушка, это не для того, чтобы спать. Хотя можно, конечно, перевернуть другой стороной и поспать, если уж приспичило, но мне жалко было бы спать на такой. Это чисто для украшения интерьера. И мне совсем не жалко ни времени, ни усилий, потраченных на то, чтобы это все сделать, расшить, потому что получилась просто неземная красота. И за счет того, что кусочки бархатные, смотрится прямо дорого-богато. В центре, где кусочки самые маленькие использовались, потому что это начало работы было, и от маленького пятиугольника все начиналось, я объединила все единой вышивкой. Видите, там такой единый рисунок идет. Цветочки крупные и веточки такие крупные. Вот, видно, да? А дальше там я расшивала каждый кусочек отдельно, и вроде бы они все не связаны между собой, но при этом в целом получается такая красивая неразбериха, что все вместе смотрится просто отлично. И на каждом кусочке можно позалипать, поразглядывать. А при этом использовала самые простые декоративные стежки. Здесь нет чего-то такого необыкновенного. И даже если у вас в арсенале всего 5 стежков, вы все равно сможете вышить в технике Crazy Quilt, украсить, расшить потом пайетками, и бусинами, и бисером, и кружевами, и чем хотите. И будет прекрасно все равно выглядеть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, пишите комментарии. Если еще не подписаны на мой канал, скорее подписывайтесь. Я буду очень рада. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.